Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. Сегодня я буду делать для вас традиционный расклад «Точка или пауза». Посмотрим. Ваш мужчина, с которым вы сейчас находитесь в расставании, он исчез, не звонит, не пишет, или вы поссорились, или еще что-то между вами произошло, и сейчас вы не вместе. Или, может быть, просто мужчина почему-то давно не пишет. Вот давайте будем смотреть на колоде Таро Альфонса Мухи. Что же там происходит на самом деле? Собирается ли мужчина выходить на связь? Имеет ли смысл вообще продолжение отношений с этим мужчиной? Благодарю вас, мои драгоценные, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне подарки. Мне очень-очень приятно. Отдельная благодарность моим спонсорам. Благодарю вас за ваши теплые комментарии, за лайки, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень нежно всех вас люблю. Итак, точка или пауза, позвонит ли, напишет ли, проявится ли как-то, появится ли, что собирается делать ваш мужчина. Сначала, как всегда, дно колоды. Но на дне колоды, должна я вам сказать, у нас прекрасный и очень красивый аркан. Звезда. Для большинства из вас будет так, что, конечно, скорее всего, это не точка. И новый шанс обязательно вам дадут с этим человеком встретиться, хотя бы поговорить, а вполне возможно для очень многих из вас наладить отношения. То есть новый шанс здесь, вероятнее всего, будет дан. Еще по этому аркану, безусловно, вы для этого мужчины, муза, вдохновительница, звезда, женщина прекрасная, просто великолепная. Здесь не хватит даже у меня эпитетов, подходящих для того, чтобы вам рассказать, насколько вы хороши для этого человека в его воображении, насколько вы прекрасны. Аркан звезда, он великолепен. Для части из вас это будет интернет-роман или просто отношения на расстоянии. Когда вы, как звезда, до вас дотянуться невозможно, вы далеко, и мужчина может вас даже где-то в чем-то видеть не совсем адекватно, возможно, приукрашивать или какие-то качества просто дополнять ваши в своей голове, что-то романтизировать. В общем, он может вас реальную, как таковую, на самом деле, какая вы, да, уже в реальной жизни не знать. Для кого-то из вас будет здесь так, потому что очень часто по 17-му аркану именно так и бывает. Если это ваш реальный партнер здесь и сейчас, значит, вы его муза, вдохновительница. А что за мужчина к нам сегодня пришел на расклад? Ух ты, какой у нас мужчина. Любитель приключений. Мужчина находится в движении. Здесь человек или имеет личный транспорт, постоянно ездит, или, может быть, у него частые командировки, или, ну, вот что-то связанное с движением. Для очень многих из ваших мужчин большое значение в жизни имеет цифра 5, 6, 1 и 7. Мужчина очень яркий, очень харизматичный. Чаще всего это мужчина обаятельный и такой вот азартный, где-то в чем-то даже, возможно, любит авантюру. Так, еще давайте-ка посмотрим, что за человек. Очень любит общение с женщинами, очень любит, но в общении с женщинами себя проявляет не таким уж прям, знаете ли, королем кубков, а совсем наоборот. Мечевым он себя проявляет. Любит знакомиться с женщинами, любит общаться с женщинами, но своих эмоций, своих таких вот эмоциональных ресурсов он женщине особо не дает. Очень быстро в отношениях схлопывается, закрывается и становится таким отстраненным. В общем, своего рода, можно сказать, хорошая манипуляция для того, чтобы женщину к себе лучше привязать, получше привязать. Ну что, теперь давайте спросим, почему молчит? Почему молчит? Что случилось? В чем дело? Да, он здесь отказывается от шанса вам написать. Что-то он там себе меркует в голове в своей, что-то взвешивает, что-то решает. Почему молчит? У него есть мысли вам написать, но он сам намеренно, специально себе запрещает это делать. Отказывается от такой возможности. А что именно, что он там решает? Ну, как бы манипулирует даже вами, возможно. В чем причина? Да, здесь он хочет вас проучить, чему-то научить. Вот это его сейчас молчание, это чистой воды манипуляция. Но манипуляция с целью что-то для себя выяснить о вас. А как вы дальше будете себя вести? А будете ли писать, а будете ли звонить, а будете ли просить, умолять там его на коленях, чтобы помириться или еще что-то в этом плане? Он, смотрите, назидательно сидит, как вот этот иерофант на своем троне, и на вас смотрит сверху вниз. Это не спесь, это не гордыня, но он как будто ваш учитель. Я посмотрю,
жену, как она будет себя вести. То есть у него есть желание вам написать, позвонить, возможно, приехать, еще что-то. Но он как бы чему-то вас этой ситуации пытается научить. Манипуляция, ну, конечно, по аркану Иерофант сложно сказать, что это прям манипуляция, но я вам говорю, что манипуляция. Двойка пентаклей вышла. Здесь человек, что-то, какая-то дипломатическая игра здесь идет точно с вами. Именно поэтому он и молчит. Кстати, и сама ситуация с этим мужчиной – это достаточно серьезный кармический для вас урок. Эта ситуация, в том числе и расставание сейчас с ним, вас многому учит. Как вы дальше поступите, какие вы выводы сделаете из всего, что происходит, это очень важно для вас на самом деле сейчас. Он хотел бы в теории хотя бы продолжать с вами отношения, этот мужчина, или может он уже не хочет ничего? Очень многие из ваших мужчин считают, что это точка, и что надо идти дальше, и что вряд ли что-то между вами может по-настоящему, по-человечески, так сказать, наладиться. Он сейчас расстроен, он в расстроенных чувствах находится. Здесь, конечно, причиной расставания у вас может быть любая. Аудитория расклада очень большая, соответственно, и причин может быть огромное количество вашего расставания. Но для большинства мужчин здесь так, что он считает, что вообще это точка. Наверное, да, все-таки он расстроен, он как-то, может быть, даже в депрессничке в таком пребывать, может пытаться налаживать контакты, возможно, с кем-то еще, с кем-то познакомиться или просто поговорить, излить свою душу, так сказать. Вот, но он может думать, что да, это точка. Для мужчин, для очень многих из вас, у них в голове сейчас вот и в душе ощущение того, что это точка. Хотя есть желание позвонить, есть желание написать. Но он хочет, он считает так, что если вы не позвоните, не напишете ему, то значит пускай будет точка. А вот если вы к нему на коленях приползете, то может быть тогда он, ну как бы, знаете, снизойдет до вас. Вот здесь такая ситуация у нас. Хотел бы продолжать отношения, очень сейчас сложно сказать, для очень многих из вас он просто считает, что вот так. Если не будет с вашей стороны движухи, так сказать, то, возможно, это будет точка. Почему-то он вас здесь хочет или проучить, или научить. Вот такой здесь человек. Своим молчанием, своим уходом в себя. А все-таки от него можно ожидать каких-то действий? То, что он там себе думает, это одно. Да? Гордый, очень... Даже гордыня порой у этого мужчины зашкаливает. Здесь не просто человек гордый. Здесь присутствует гордыня. А гордыня, ничего хорошего, конечно, в этом нет. Это не есть хорошо. Можно ли ожидать действий? Вот есть желание, но он себе, девочки, запрещает. Почему запрещает? Ну как же, если он вас учит чему-то, решил проучить, научить, решил поманипулировать, зачем ему действовать? Конечно, он будет запрещать себе какие-либо действия. Будет вести себя горделиво, отстраненно. Вот он такой победитель на белом коне, ему вообще как бы все равно. Что чувствуют окружающие люди, в том числе вы. Здесь такой человек, эгоистичный, очень горделивый. Поэтому сказать, что каких-то действий определенных от него можно ожидать, аркан смерть. Но здесь действий особо нет, прямо сейчас. Но через время он все-таки может на какие-то действия решиться. Но это через время. А почему? А почему он может решиться в таком случае? Почему? Ну, потому что какие бы, как бы сложно ни было, и какие бы проблемы в ваших отношениях не присутствовали, а он же без вас не может. Его все равно к вам дико тянет. Все равно вы его единственная неповторимая принцесса. Смотрите, рядом с этим львом, красавцем, которая его укращает, которая его за ушком чешет, и он млеет от этого. У него очень сильное притяжение к вам, этого человека. Каким бы эгоистичным и гордым он ни был, он с этим не справится просто-напросто. Поэтому через некоторое время, вообще сейчас тяжелые выходят энергии, в том плане, что мужчина как будто даже и не собирается действовать и ничего делать. Выжидает, сделаете ли первый шаг вы, неизвестно еще, какая его реакция будет на это. Вот. Но через некоторое время, конечно, мужчина здесь может решиться на действие. Именно потому, что тяжело станет без вас. На душе плохо. Почувствует необходимость в вас. И вот тогда можно ожидать, что он может объявиться.
С точки зрения высших сил, почему расставание случилось? Причина в чем? Ой, вы знаете, в чем причина? Здесь для части из вас причина может быть в треугольнике. Если треугольник, естественно, счастливый вас и его эта ситуация не делает, и вот эти вот все очень сложные энергии, связанные с присутствием треугольника в жизни, все это могло привести к тому, что в итоге состоялось расставание. Второй вариант, да, для второй части аудитории. Здесь настолько горячая связь между вами по аркану дьявол, болезненная, и такая, которая, она человека не разрушает, нет, но она опустошает его эмоционально. Да даже и физически человек может начинать себя плохо чувствовать в такой связи, потому что зависимость просто дикая. И вот это состояние зависимости, оно все равно приводит к тому, что люди рано или поздно, они расстанутся, порвут друг с другом. Вполне возможно, потом сойдутся вновь. Вполне. Не факт, что они порвут навсегда. Но вот это состояние постоянной боли душевной от того, что такая привязка. Причин может быть много. У кого-то может быть треугольник, у кого-то здесь может быть мужчина, который не дает вам достаточно внимания, допустим, занят постоянно работой. Смотрите, сидит, кует пентакли, и вам никакого внимания. Вы можете обижаться, вы можете страдать, переживать из-за этого. Здесь две основные причины. Это, конечно, мужчина, который занят собой, своей жизнью, не дает вам тех энергий, которые вы хотели бы от него получать, такой трудоголик. Другая причина – это треугольник. Третья, основная, она будет первая, вернее, основная причина – это ваша дьявольская связь с этим человеком и соответствующие, так сказать, результаты этой связи. То есть плохо вам просто плохо, как эмоционально, так и физически можете ощущать. В общем, здесь история достаточно сложная, девочки. Но то, что здесь много переживаний, много копания в себе, много страданий, просто, может быть, слез даже вы пролили в этих отношениях. Да и ему тоже непросто. И это могло привести... То есть здесь комплекс проблем разных. Здесь на самом деле непростая ситуация. Здесь не на ровном месте все это произошло у вас. Здесь все-таки определенные причины для этого есть. Стоит ли вообще вам этого мужчину ждать? Стоит ли вам сделать первый шаг? И что, если вы сделаете первый шаг? Для большинства из вас, если вы первый шаг сделаете, то мужчина до вас не зайдет. И реакция будет его позитивная, хорошая. Но не факт, что надолго. Он как проявится к вам светло, тепло, позитивно, также может и захлопнуться, закрыться через некоторое время. И вы опять почувствуете, что вы отгорожены от него каким-то холодным ледяным забором. Здесь вот в чем проблема. Здесь человек такой. Стоит ли вам продолжать с ним отношения? Ну, знаете, этот мужчина на многих из вас повлиял таким образом, что вы расцвели. Вы, возможно, стали лучше выглядеть, может быть, лишний вес скинули, может быть, как-то вообще вам захотелось за собой ухаживать, стать красивой, стать привлекательной, потому что вас этот мужчина вдохновил. Вот для этих вещей он вам был нужен, этот человек. Поэтому смотрите, конечно, девочки, если вы чувствуете, что все, уже и не надо дальше, да, потому что слишком большая тяжесть, слишком много чего накопилось с ним, и не хотите больше быть с этим мужчиной в отношениях, значит, решать вам. Но для многих из вас этот мужчина мало того, что помог вам расцвести, женская весна такая у вас наступила в вашей жизни, плюс к этому все-таки я не вижу здесь таких энергий, что он совсем совершенно вам не нужен. Для очень многих нужен. Ну что, давайте тогда посмотрим, как скоро можно ожидать его появления. Как скоро можно ожидать его появления? Точка или пауза с точки зрения высших сил? Ну нет, это не точка. Точно не точка. Здесь сам мужчина придет к вам. Смотрите-ка, и вышла перевернутая у меня 4 мечей, пускай так и остается. Сам мужчина придет к вам через некоторое время. Если вы не сделаете первый шаг, если сделаете, я вам уже сказала, да, что реакция его может быть в большинстве случаев позитивная на ваш первый шаг, но не факт, что так и будет дальше. Он может очень быстро закрыться, потому что такой человек, вот такой характер у него не очень приятный. Мужчина очень гордый, очень сложно сделать ему это, очень сложно
переступить через свою гордыню, прям гордыню, здесь не гордость даже. Но он никуда не денется, он это сделает. Нет, это, конечно, не точка. Это не точка, это пауза. Но, конечно, нужен этот мужчина вам или нет. Я знаю, что очень многие девочки смотрят этот расклад, чтобы просто, даже если вы поставили точку, очень многим из вас хочется, чтобы мужчина проявился чисто для вашей сатисфакции. Проявился, а вы, допустим, ему не ответили. Или же просто потешить свое самолюбие, что все-таки он что-то осознал и появился. Почему нет, девчонки? Все мы люди, и многим из нас иногда хочется и так, чтобы было. Поэтому смотрите, решайте, как вам поступать. Это ваша жизнь, вы, конечно, рулевой в своей жизни. Но ситуацию сегодня мне показали вот такую. Если не будете действовать, если не будете делать первые шаги, то, конечно, этот мужчина появится. Причем, знаете, как? Его начнет раздражать это молчание. Как будто он сейчас считает, что точка, если она не придет, пускай точка и будет, но со временем его начнет раздражать это молчание. Ему захочется, наконец-то, это молчание прервать. Так что, девочки, ожидайте, если хотите, чтобы этот мужчина появился в вашей жизни. Вновь. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Всех целую, нежно люблю. Желаю всем счастья, любви, добра и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока. До следующего расклада.